Привет, мои дорогие! Здесь можно просмотреть ваши отношения с партнером на картах Таро Ленорман, и я вам предлагаю, если есть желание, загадать своего мужчину и себя. Эти две прекрасные карты короля и королевы. Это вы и ваш любимый человек. Как будут складываться ваши отношения, его чувства на самом деле. Это честные, правдивые карты, и я выбрала для того, чтобы посмотреть на самом деле его чувства, эту колоду, потому что в ней запакованы 3 системы. Это Таро, Ленорман и цыганский оракул Сибила. То есть очень-очень мощные карты. А я спрашивала карт такую тему. Его чувства на самом деле. И как вам с ним себя вести? Вы знаете, я в комментариях иногда считаю, меня называют «моя дорогая крестная». Мне так это приятно. А на самом деле крестная ведь из сказки «Золушка», правда? Поэтому этот расклад по моему авторскому методу 3 орешка для Золушки и 3 орешка для принца. То есть будут даны советы вам и вашему любимому. А любимый, конечно, проявится. Он квантово в любом случае чувствует, что вы о нем думаете, и он тоже о вас будет думать соответственно, потому что квантовые частички одного и того же притягиваются. Это закон физики. А сейчас я вот что скажу вам, дорогие мои. Вот что нужно сделать. Загадать человека, расслабиться, получить удовольствие от расклада, и все проявится, что должно проявиться. Это точно. Итак, а как же вам с ним себя вести? Будет 3 орешка для вас. И по 3 карты, потому что 3, здесь 3 основной ключевой номер. Кстати, по нумерологии 3 – это развитие отношений. Так что все мои расклады заговоренные на любовь. И 3 орешка также для мужчины, чтобы раскусить его подробно и детально. Что он собирается делать, его чувства, его мысли на самом деле. Ну вот, все уже готово. Я начинаю раскладывать для вас. Первый орешек – это будут его мысли. Второй орешек – его чувства. И 3-й орешек – его действия. Теперь я возьму 3 карты для вас. На самом деле, как с ним себя вести? Как было бы для вас лучше? Я бы сказала, даже выгоднее. Выгода в хорошем понимании этого слова. Как бы было бы для вас на счастье и на любовь? 2-й орешек и 3-й орешек. Еще будут карты для вывода здесь. Я их оставляю, конечно, они нам понадобятся еще. И сразу смотрим 1-й орешек. Это его мысли. Мысли мужчины. Мысли, конечно, о вас. И мысли человека, который любит вас. Потому что король чаш – это любящий. Это любящий мужчина. Что бы там кто ни говорил, если чаша не любовь, и если король чаш не любящий мужчина, кто же тогда любящий? Король меча, что ли? Нет, конечно. Король меча часто обижает. А король чаш любит, заботится, доброе сердце, отзывчивое, жалеет вас. Но король чаш здесь смотрит на карту башня. У него разбито сердце. И его мысли о том, что у него разбито сердце. Какие-то ключевые люди в его жизни разбили ему сердце. Ну, появится потом более подробная информация, но пока уже понятно, что у мужчины разбито сердце. Какие будут у него чувства к вам? Смотрите, нежные чувства, спокойные, 4 стабильные. И опять чаши, чувство любви, конечно, чаша – это любовь. Иерофант. Но это карта поучительства. Немножко, да, такой поучитель. Кстати, иерофант выпадает часто, это свадебная карта. Это священник, который будет вас венчать, если вы еще не женаты. Кстати, я не сказала, но вы знаете сами, что все мои расклады, они подходят для всех. Для тех, кто в паре, кто только встречается, кто женат или нет, или у кого вообще никого еще нет. Почему? Потому что часто расклад исцеляет то, что нужно исцелить. Кармические отношения, по роду, какие-то зажимы из детства, которые мешают порядочному человеку найти другого порядочного человека, да, то есть вам. И я хочу сказать, что иногда девочки пишут не про меня, и они не знают, что открывается, если они себя не узнали, это открываются те грани души, которые были неизвестны еще раньше. Расклады всегда про вас, если вы им позволите быть про вас. Anyways, это священник, который венчает ваши сердца. Но это может быть мужчина, который любит быть правым всегда. Вот у него в сердце вот его правота. Это такое может быть. И да, он 6 пентаклей, он, конечно, человек, который
хочет показаться очень щедрым. Понимаете, не то, что он скупердяй какой-то. Мы, девочки, вот смотрим, мужчина скупой или щедрый. Но часто щедрый мужчина – это тот, который дарит женщине подарки, чтобы она потом что-то делала для него. То есть у него далеко идущие планы, в кавычках, да? А скупердяй часто это семейный человек, который хочет вот на что-то большое насобирать и вас вообще обрадовать, такой сюрприз сделать. То есть у каждой палки есть два конца, да? Поэтому здесь я вижу, что он хочет показаться щедрым, а является он щедрым или нет. Карта Иерофант говорит, что он просто умный, он деньги на ветер не бросает. И у него сейчас идет речь о деньгах, очень много сейчас в его жизни происходит того, где он или хочет заработать, или хочет выплатить скорее какой-то долг, ипотеку, или хочет вам помочь. То есть он хочет состояться финансово. Он хочет добиться финансовой свободы и независимости. Но это похвально довольно. Он часто проводит время с книгой или с планшетом своим, да, как многие из нас теперь. И он хочет мудрости какой-то от Вселенной. Кстати, вот здесь этот попугай. Попугай – это связь с высшими силами. Да? Здесь такая вещь, потому что именно попугай связывает с высшими силами нас. Такая мощная энергетика. Давайте узнаем о вас немножко перед тем, как перейти на то, что он будет делать. Да? Итак, а как же вам себя с ним вести, был вопрос. Первый орешек. Ну, смотрите, вы как в темнице сейчас сидите немного, да? Вот карта темницы здесь вышла. И о чем идет речь? У вас, конечно, своя ситуация, но я дам несколько примеров, чтобы вы поняли, что здесь имеется в виду. Мужчина вас озадачил. Или его окружение, или обстоятельства, которые между вами озадачили вас. Вы не знаете, что вам делать дальше. Может быть, у кого-то качели в отношениях. Мужчина то появляется, то исчезает и ведет себя непредсказуемо. Это может быть. Также то, что вы сидите в темнице, может быть связано с финансами. Какая-то зажатость финансовая есть, где вы хотели бы получить больше информации о том, как себя вести с человеком. Может быть, отложить на что-то нужно. Может быть, нерешенный жилищный вопрос – и вы из-за этого страдаете. Может быть, мужчина вас обидел, огорчил по этой карте. Девятка мечей все-таки. И между вами был вот такой, знаете, скандал, можно сказать. То есть на самом деле ссора была на пустом месте, но она как бы вначале ничего не предвещала ссору, но потом это все перешло в какой-то скандал, где он сказал обидные какие-то слова, и в принципе, вы попались под горячую руку, можно сказать, да? Или вы сказали ему обидные слова, и он попался под горячую руку. И теперь уже как бы слово сказано, что сделать, да, как его назад взять. И вот какие-то переживания идут. Или же ваша родня ним недовольна, мешает вам в отношениях, или его родня недовольна. Но здесь карта собака и дом, вот это очень мощная карта. Десятка пентаклей говорит о таком финансовом благополучии, которое постепенно будет проясняться, и вас ждет с этим человеком полное финансовое благополучие. Но вы еще пока об этом не знаете и очень огорчаетесь. Этот расклад говорит: не огорчайтесь, доверьтесь высшим силам, потому что вот эта карта десятка пентаклей говорит, что с мужчиной наладится контакт, он будет стараться, он будет внимательный к вам, у вас не будет в будущем какой-то дом успешный или успешные отношения. И здесь потому, что он рыцарь жезлов. Видите, рыцарь жезлов, поэтому. Рыцарь жезлов – это мужчина, который страстно желает с вами отношения. Мужчина, который хотел бы, чтобы вы его приняли, какой он есть, да? Чтобы вы его полюбили, чтобы был обмен энергией. Он к вам пылает страстью, и ему кажется, что вы к нему охладели. Но это не значит, что вы к нему охладели. Это может быть ему только казаться, да? Но во всяком случае ему кажется почему-то, что вы к нему охладели. Давайте посмотрим еще один совет для вас, для Золушки, моей любимой. На самом деле, как себя вести с ним, да, совет? Итак, смотрим здесь. Я хочу сдвинуть, потому что я еще буду здесь брать дополнительные карты итога. Ну вот, как же себя с ним вести? Отношения будут переходить на второй уровень, на более высокий, более сознательный, более счастливый. И это понятно, потому что эта карта влюбленная, и она, видите, здесь тоже имеет этого священника. Вот этот священник, который заранее уже был вам предсказан,
Он теперь опять предстоит вам испытать какое-то обновление отношений. Высшие силы хотят вам любви, стрелы любви. Посылаются от Амура. То есть у вас будет с этим мужчиной обновление отношений. Например, это мужчина из вашего прошлого появится опять. И в этот раз вы уже более взрослые. В этот раз вы будете дорожить отношениями. Оба, вы и он. И отношения будут счастливые. Это у некоторых проиграется. У некоторых проиграется свадьба, если вы только встречались. У вас будет бракосочетание. И это будет замечательно. То есть ваши отношения будут более глубокими, более осмысленными и более здоровыми тоже с точки зрения высших сил. Шестерка жезлов здесь компонуется с картой письмо. То есть с мужчиной будет связь, он выйдет на связь, он даст о себе знать, с ним будет разговор, с ним будет общение, с ним будет свидание. Это очень у многих проиграется. А также здесь, кстати, может быть новый, вот новая стрела Амура, да, новый человек, с которым у вас будет счастливая жизнь. У некоторых так проиграется. Но вот здесь вот эта карта, четверка меча, предупреждает вас о том, что у некоторых проиграется, как есть враги. Есть много хорошего, но есть враги в ваших отношениях. Как себя с ним вести? Вы знаете как? Как будто у вас все хорошо, у вас все наладилось, вот так вести с ним. Потому что подсознательно все мы хотим быть с людьми, с которыми у нас все наладилось. И если вы себя будете так вести, вот как будто уже все хорошо, все наладилось, он считает эту энергетику, и он вообще к вам просто прилепится на всю жизнь, потому что всегда нам хочется быть с такими людьми. Это вот такой секрет эзотерический. И действительно будет общение. Но также даст о себе знать недоброжелатель. Может быть, это его родственник какой-то, вплоть до его матери, кто хочет помешать отношениям. Или же, знаете, здесь может быть препятствием, опять же, финансовая какая-то проблема. Но финансовые дела устроятся. Но со временем, да, конечно, хотелось бы скорее. Потому что финансы, когда в них есть проблемы, они тормозят отношения. И здесь может быть работа в других местах, или у вас вы живете в отдельных домах. В общем, здесь какая-то помеха, какое-то препятствие есть. Как бы кто-то, знаете, удар в спину. Это могут быть сплетни, наговоры, какой-то удар в спину. Вам как себя вести с этим? Вообще не реагировать. Вы здесь не реагируете, вы здесь счастливы, невзирая на лица, да, можно сказать. Хорошо. Посмотрим сейчас здесь, что мужчина будет делать. Что он будет делать? Ну, очень хорошая картка король Пентаклей. И то, что я сказала, так оно и есть. Мужчина действительно будет, видите, здесь по королю Пентаклей зарабатывать хорошо. Он находит силу в ваших отношениях. Он знает, что вы по судьбе друг другу. Вот это точно, по карте сила. Он, знаете, как вот этот лев у ваших ног. Он сделает все возможное, чтобы вы были счастливы. И чтобы вы сидели на таком мягком, удобном троне. И он знает, что ваша головушка достойна самой бриллиантовой короны. Ну вот так он к вам будет относиться. Он, кстати, может быть, или выпивал, или был злой, или неудачником был. Потому что он чувствовал, не может дать королеве ее трон, да? Он чувствовал, что он не способен на это. Но это, понимаете, вот эта неуверенность в себе, это то, что человека тормозит. Потому что все люди, которые чего-то достигли в материальном плане, это все просто очень уверенные в себе люди. И вообще никогда не сдаются, идут до победного. А в основном все сдаются прямо перед тем моментом, когда все будет хорошо. Мужчина перестанет сдаваться, он перестанет, понимаете, вот крушить эту башню, потому что здесь вот он думает, да, я ее люблю, но я ее недостоин. Вот у него есть такое чувство, да. Это мысли его, кстати, первый ряд, первый орешек, это мысли его. Он чувствует, что он вас любит, но он вас недостоин. И это его ключевая проблема, которая его тормозит. А здесь он уже все. Он уже понял, что ему нужно самодостоинство в себе культивировать изнутри. И он этим будет заниматься. Карта шут. А вот нужно обнулиться для этого, да? Нужно о себе вот все эти поверья, да, как внушили вам что-то это и другое. Ему нужно это все убрать. Нам всем, кстати, вот это поучительно для всех, для нас. Чтобы нам начинать вот обнулиться и начинать с нуля строить себя новую, счастливую, удачливую, для этого нужно обязательно обнулиться вначале, поверить в свою звезду,
счастливую и начинаете к ней идти с чувством, что вы не знаете, куда идете. Потому что если мы знаем, куда идем, и у нас в прошлом, в нашей истории были неудачи, так, к сожалению, история имеет тенденцию себя повторять, да? И поэтому многие люди не добиваются вот этих больших денег, большой любви, большого счастья, красивых квартир, домов, там, устроенной жизни. Почему? Потому что история имеет тенденцию повторять себя, да? Если человек уже знает, что его ждет впереди, он наступает, как можно сказать, на те же самые грабли. А здесь мужчина обнулился. И вам тоже советуется, кстати. Для вас тоже очень хороший совет. Обнулиться, и таким образом вы почувствуете, здесь вы почувствуете, что вы будете видеть то, чего вы еще не видели. То есть вы не будете повторять историю, какая бы она там ни была, а будете новую историю создавать, успешную. Ну, такой очень важный совет. Итак, вам третий орешек, и это как себя с ним вести. Кстати, в действиях я еще итог подведу, да? Он будет действовать как настоящий мужчина. И он будет вкладываться в вас, и он вот обнулиться не будет больше заниматься этим самокопанием. Вот это важно. То есть очень удачный прогноз на будущее. Вы вместе сила. Говорится, есть такое на английском понятие power couple. Couple – это супруги, то есть двое, couple – двое. И power – это сила. Вы – сила вместе. И он это знает, и он будет видеть возможности, а не препятствия. Так, дальше идем. Третий орешек – как себя с ним вести. Ну, как настоящая королева чаш. Этот расклад очень успешный и удачный, потому что королева чаш и король чаш. Вы пара. Ваша встреча не была случайная. Вы были назначены друг другу судьбой. Это понятно. Здесь понятно все. И вам нужно больше смелости, больше такой, знаете, открытости. А вы обычно, знаете, может быть, это не обязательно вы, но некоторые девочки из нас, вот есть пассивная красота, да? Не активная, а пассивная. Эта красота свойственна женщинам, как бы себя показать. А вам нужно действовать. Ваша красота в движении больше. Ну вот вы поняли, кто меня понял, да? То есть в движении, а не в том, чтобы... Это не то, чтобы самолюбование. Мы знаем, нами любуется мужчина. И мы как бы адаптируем это вот, знаете, окей, любуйся мной. Но нет, вам нужна активная красота. Это уже 21 век, там другое понимание женского и мужского, другое вообще понимание архетипичности. Девочки, мир выстрелил в квантовое измерение, да, в 5-е измерение мир выстрелил. То есть те, кто не выстрелили вперед в космическое время, те остались сзади, и те деградируются. Деградируются те общества, где считается, что женщина, она в своем роде может быть как мужчина, но она имеет права такие, как с мужчиной, но в своем женском понимании, только basic needs, только основные права, то есть дышать и не умереть с голоду, да, и рожать детей. Вот есть такое понимание, и это деградация в каменный век. Но мир выстрелил в космический век, где равные партнеры. Королева чаш, король чаш, все равные партнеры. Император, императрица, все равные партнеры. Сила, лев и львица, да, равные партнеры. Вот такая вещь. Кстати, а у львов вообще там женщина у них главное, что мужчина, он вообще как вот, да, самолюбованием занимается мужчина у них. Он только устрашает своим грозным видом, а женщина, она трудяжка. Вот это вы, женщина-трудяжка. Я знаю, что вы такая есть, и вы делаете все правильно. Вот как себя с ним вести? Это третий расклад, третий орешек для вас. Он говорит, так как вели себя, так и ведите. Вы правильно все делали. Вы все правильно делали. Вы очень умные. Кстати, у многих проиграется, что вы умнее его. Рыцарь меча об этом. Он страстный, у него больше страсти, чем у вас. Где-то у нас был здесь рыцарь жезлов. Вот видите здесь. Он очень страстный. У вас страсть тоже есть, но она очень глубокая. Очень глубокая. У вас может быть даже сильнее страсть, как бомба. Вы знаете, о чем я говорю, да? Постельный вариант. Но она очень глубокая. У вас впереди это сила ума, а у него сила вот этой физической страсти. Глубоко у вас сила физической страсти, а у него глубоко сила ума. Поэтому вас так тяжело завести в постели, но если вы заведетесь, это огонь. Это, скорее всего, о вас. Дайте знать мне в комментариях, если вот со многими это точно проиграется. Я вот больше чем уверена в этом. Потому что женщины 21 века, вот они архетипично такие.
Это показал этот расклад. Впереди сила ума, вот он вперед идет, да, это рыцарь меча, это вы. А уже вот эта любовь, она у вас глубокая, очень глубокая, но верная, преданная, верная, глубокая. У вас будет большой достаток. Я вижу это. Король Пентаклей, да, мужчина будет зарабатывать, у вас будет свое дело или свой маленький бизнес, кстати, маленький в кавычках. Если вы работаете на себя и у вас нет никаких партнеров, вы будете очень богаты. Вы просто будете очень и очень богаты. И деньги у вас будут. Больше не будет страха бедности. Вот эта карта, она алхимически магическая. Пятерка Пентаклей – это страх бедности. А здесь вы заработали 6 миллионов долларов здесь, да, видите? И поэтому, или евро. Поэтому вы никогда не будете иметь больше страха бедности. Мощно, мощно карты гадают. Мощно показывают правду. Итак, смотрим теперь советы. 3 орешка советов для вас. То есть это были его орешки, ваши орешки, а здесь общие орешки будут, да? 3 орешка советов. Если вы готовы, я готова. Начинаем. Первый орешек. Итак, ну медведь, конечно, страстный мужчина. Он проявит страсть, он проявит это все. Страстный мужчина. Двойка жезлов. Вы понимаете, половинки одного целого. Двойка жезлов, половинки одного целого. Вот это самый главный лейтмотив, который вам нужно с этого расклада усвоить. Вы половинки одного целого. Это двойка жезлов. Страсть у вас взаимное притяжение. Вы суждены, рождены друг для друга. Он будет вас защищать по карте медведь. Ну а по пажу Пентаклей, пажи всегда поиск, да, это поиск решения. Хлопот и поиск решения. Вот именно денежное решение придет, потому что люди, которые умеют заработать, они же тоже очень мощные люди во всех других отношениях, да. И вы, и он найдете дела своей жизни. И вам будет так интересно заниматься делами вашей жизни, что это только укрепит ваши отношения. Вот, знаете, за что купила, за то продаю. То, что пришло ко мне из канала Света, то я вам и говорю, дорогие мои. Так, теперь 3 карты. Это второй орешек. Что у нас здесь с вами, дорогие мои? Тройка кубков – это чаш. Тройка чаш – это, конечно, будет праздник на вашей улице, обновление отношений. Посмотрите, он, вы и ваша радость. Вот эта третья фигура – это архетип радости. Между вами будет радость, праздник, обновление отношений и связь. Если связь потеряна, связь возобновится. Здесь свидание, вот это ваше свидание, любовное, страстное. Вот здесь о страсти много в этом раскладе. Далее будет общение. 4 жезлов и карта птицы 2. Это будет общение, то есть Ленорман, птица, да. Здесь будет связь с вами возобновиться, здесь будет свидание, здесь будут разговоры о будущем. И у нас здесь была где-то карта влюбленная, где-то у нас была здесь карта влюбленная, да. Видите, старший аркан влюбленный как раз об этом, что ваши отношения переходят на новый, более счастливый уровень. Почему это знаю? Потому что умеренность. Умеренность – это дорога жизни. Понимаете, у вас открывается ваша дорога жизни. Ваша счастливая дорога жизни открывается. Где уже больше нет вот этих врагов, этих разборок, этих всяких неприятностей. Больше всего этого нет. Умеренность – это фокус на том, что важно. Такой фокус, что вы и слона здесь не заметили, потому что вы фокусируетесь на любви. Вот этот слон – это негативные же люди. Вы их даже не видите. Здесь пентакли, 5 пентаклей, кто завидует на деньги, кто хочет вам помешать, башня. Вот этих людей всех вы не замечаете. Они для вас слишком мелкие. Даже вот если они как слон огромные, они для вас слишком мелкие. Понимаете, да? Кстати, нет, не влюбленные, а это была ведь у нас... ну-ка посмотрим. Да, влюбленная вроде карта. Да, влюбленная карта. Шикарно. Я очень рада. Очень и очень рада этому. То есть здесь такая концентрация друг на друге, такая уверенность друг в друге, такое притяжение. Это притяжение, видите, когда в умеренности воду человек льет, а еще Райдер Уэйт, вообще 2 вот этих стакана, они вот так стоят, а вода сама переливается. То есть когда вот Христос сказал, если была бы вера, гору бы сдвинули. И у вас должна быть такая вера в друг друга. Понимаете, что вы можете горы сдвинуть. Вот такая вера должна быть у вас в друг друга, потому что он медведь, он будет защитником. Давайте еще 3-й орешек возьмем, и это у нас будет итог расклада. Посмотрим самые главные карты.
Какие главные советы дадут карты? Вот эти 3, пожалуйста. Какие главные советы дадут карты? Ну, рыцарь чаш. Он спаситель, он выйдет на связь, он мечтает встретиться с вами. Кто такие рыцари? Это те, кто уже решают дела, потому что у них есть ресурс. Здесь вот конь ресурс, да. Рыцари – это хорошие новости, это уже решение. Если паже – это поиск, так рыцари – решение. Иногда слышу, люди такое говорят про паже и рыцарей, но это не важно. Это не важно, мы с вами дальше идем. Да, девочки, кстати, кто посматривает у меня значение карт, не делайте так, это непорядочно. Нужно обязательно приобрести уроки. Да? У меня есть только уроки. Что касается предсказаний, вот только общие, потому что я знаю, что здесь я вам четко могу помочь в общих предсказаниях. Но если вы хотите уроки, не подсматривайте у человека значение карт. Это непорядочно, неприлично. Потому что это наработки автора, да, и я использую свои собственные наработки, чтобы моим уважаемым подписчикам делать предсказания. А тот, кто хочет учиться, за учебу нужно заплатить официально тому автору, не посредникам, никаким. У меня, кстати, никогда посредников не бывает. Если кто-то называется моим посредником, это мошенник. Я это говорю, потому что есть такие умные, которые подсматривают значение моих карт. Это некрасиво. Потому что учитель, он сделал уроки, да, это некрасиво. Я делаю расклады, основываясь на моих знаниях для тех, кто для себя смотрит расклады. Поняли, да? Ну, в 2 словах. Потому что мы подходим уже к концу этого расклада, и в дальнейших других раскладах будет больше информации, но здесь и так было достаточно, по-моему. Рыцарь чаш, любовь, страсть. Мужчина вас найдет. Вот здесь для девочек, особенно если у вас нет еще отношений. Мужчина вас найдет, он вас ищет уже, он хочет с вами связаться, он хочет вам рассказать о своей любви, он хочет именно такую, как вы, потому что архетипично вы ему подходите, потому что он уже знает вас из прошлых жизней. Вот это все рыцарь чаш, влюбленный человек. Ну и, конечно, вам нужно быть смелее, себя показывать. Не показывайте себя с одной стороны. Не бойтесь ненавистников. Я знаю, многие девочки боятся соцсетей, боятся негатива. Есть защита, у меня канал «Чистая защита». Я никогда денег не прошу, и никогда ни за чистки, ни за защиту, ни за расклады. Понимаете? Поэтому, пожалуйста, заходите на мой канал «Чистки защиты». Переход есть в гармошке под этим видео всегда. Пользуйтесь, там масса чисток от венца безбрачия и чисток от негатива, и как себя полюбить, очень много видео, да. Так что вам, девочки, надо себя полюбить, вы точно себя не очень-то любите. Вы любите только какую-то свою одну часть. Вот вам сказали, с этого ракурса вы хороша, а с этого нет. И в этом ваш пунктик, в этом проблема. Потому что любят мужчины нас за то, что с нами комфортно, за то, что мы как друзья им прежде всего, да, а красота женская, она всегда есть. Нельзя сказать, что этот ракурс у вас хуже, этот лучше. Красота женская всегда есть. Вам просто внушили какую-то глупость, навязали какую-то информацию, дали ложную, мнение навязали, чтобы вас погубить, знаете. Идет вообще сейчас квантовый переход, идет на истребление. Идет на истребление людей, которые боятся. А туз мечей – это не о том, кто боится, это о том, кто ничего не боится, это о вас. Чтобы рыцарь вас нашел, не бойтесь себя показать, просто защиту ставьте и показывайте себя, все, он вас найдет. И показывайте себя смело, ничего не скрывая. Ну вот я же лесу читаю вам, да. Идите своей дорогой, будьте как лиса в хорошем понимании слова. Красавица, умница, роскошная женщина. Делайте то, что вам выгодно. Вот это слово «выгодно», оно имеет такую плохую коннотацию, не за счет других. Нужно договаривать. Если выгода за счет других – это преступление и грех. Но если делаете то, что вам выгодно, расцветайте как цветок. Ведь каждому цветку выгодно расцветать. Понимаете? Потому что тогда пчела его будет опылять. А если бы цветок сказал: да я не буду расцветать, мне как-то неловко, мне как-то, не знаю. Да, было бы выгодно расцветать, но я здесь скромно в сторонке, как Золушка, постою. Ведь Золушка такая сказка, там много очень хорошего, да, но там много же тоже немножко утопии, понимаете? Ну хорошо, повезло Золушке там так и так. Вот, высшие силы помогли, поэтому, кстати, повезло. Высшие силы тоже должны помочь. Там больше о высших силах, я думаю, разговор идет, чем о скромнице.
Показывайте себя, делайте то, что выгодно. Расцветайте, как каждый цветок. Где вы видели цветок в природе, который сказал бы себе: но мне было бы выгодно, чтобы меня сейчас эта пчелка опыляла, но я так закроюсь, чтобы сладкого запаха не было, чтобы моей красоты не было видно. Ну, потому что там цветок рядом со мной, вот он намного лучше. Да? А и сегодня я скромно постою в сторонке. Нельзя так. Делайте то, что вам выгодно по карте лиса. И делайте это смело. Я бы еще тут могла очень долго рассуждать, но я знаю, что девочки уже поняли меня, многие, и мальчики тоже поняли. Да, кстати, мальчики тоже такие скромные мальчики. Вот он инженер, он там в компьютере, все, но он там скромный такой, да. Если он инженер и так далее, никто не мешает ему привести себя в порядок, там, надушиться, красивая стрижка. В некоторых культурах даже мужчины глаза красят. Я знаю, что в азиатских культурах такое есть, да. Кстати, у них вот это испокон веков ведется. Ну, почва для размышления. Девочки, мальчики, пишите комментарии. Сегодня был очень как бомба расклад. Так что я надеюсь, что вы напишите, что вы об этом думаете, потому что мне просто голову сносит от того, что высшие силы выдали здесь, какую-то информацию выдали. Так что, пожалуйста, пишите. Если вы не можете писать, у вас нет почты Gmail, откройте такую почту, и тогда у нас будет с вами лучшее общение. Потому что я все прочитываю, все комментарии прочитываю, всегда. Так что пишите, дорогие мои. А также ставьте лайк или дизлайк, оценивайте мою работу. Для вас это выгодно, для вас это полезно выразить эмоцию. Понимаете? А также для вас полезно и выгодно подписаться на канал, потому что здесь все для вас. Я вас люблю, обожаю, знаю, что у вас будет все просто замечательно. А еще знаю, что мы с вами очень скоро и обязательно увидимся, мои дорогие друзья. Столько было хороших карт. Сделаю для вас оберег. Сделаю для вас оберег вот такой. Столько было хороших карт, а? Все плохое пусть уходит и никогда не возвращается, а все хорошее пусть остается и приумножается. Все плохое пусть уходит и никогда не возвращается, обновление отношений. А все хорошее пусть остается и приумножается. Все плохое пусть уходит и никогда не возвращается, а все хорошее пусть остается и приумножается. Все плохое пусть уходит и никогда не возвращается, а все хорошее пусть остается и приумножается. И я точно знаю, что вы, мои любимые друзья, будете очень и очень счастливы. Ну вот, смотрите. Мужчина-защитник с вашей стороны. Да? И счастливый дом с ним. Вот такой оберег, мои дорогие. До скорой встречи, уважаемые друзья.